Всем привет! Добро пожаловать на мой канал «Готовим с Ангелиной». Сегодня испечем пахлаву с грецкими орехами. Существует множество разновидностей пахлавы и на слоеном тесте, и на дрожжевом, из теста фила. Я сегодня покажу легкий вариант пахлавы на песочном тесте. У 2 яиц отделяем белки от желтков. Всего понадобится 3 яйца, 2 желтка пойдет в тесто, 3 белка в начинку и желток для смазывания пахлавы. Добавляем к желткам щепотку соли, 2 столовые ложки сахара и хорошенько растираем. Добавляем 200 грамм сливочного масла комнатной температуры и перемешиваем. Затем добавляем 200 граммов сметаны и все хорошенько смешиваем. Всыпаем просеянную муку, добавляем пол чайной ложки ванилина и 2 чайные ложки разрыхлителя. Перемешиваем сначала лопаткой. Затем добавляем еще муку и замешиваем тесто рукой. Всего мне понадобилось 450 граммов муки. Затем 1-2 минуты замешиваем тесто на столе руками. И кладем его на 10-15 минут в холодильник. За это время мы сделаем начинку. Орехи нужно будет измельчить в среднюю крошку, 260 грамм орехов и 260 грамм сахара. Смешать, добавить 2 белка и еще 1 белок. Желток оставляем, чтобы смазать верх пахлавы. Все тщательно перемешиваем. Все, начинка готова. Охлажденное тесто делим на 2 равные части. И первую часть раскатываем в прямоугольный пласт толщиной примерно 3-4 мм. Раскатываем по форме для выпечки. У меня противень размером 28 на 34 сантиметра. Переносим тесто на противень, застеленный бумагой для выпечки. Разравниваем пласт. Делаем небольшие бортики, около полсантиметра высотой. Вот такой пласт должен получиться. Выкладываем ореховую начинку и разравниваем ее по всему пласту. Вторую часть также раскатываем в прямоугольный пласт толщиной примерно 3-4 мм и под размер противня 28 на 34 сантиметра. Переносим тесто, кладем его поверх ореховой начинки, разравниваем. Верхним слоем теста закрываем нижний слой и там скрепляем с нижним слоем теста. Немного приминаем, выравниваем. Показываю немного помедленнее, чтобы было понятно. Кто не знает, для тех будет полезно. Так вот со всех сторон. Накрываем
верхним слоем нижний, скрепляем и выравниваем. Разравниваем, приминаем руками равномерно, чтобы было. Смазываем верх желтком. Я добавила чайную ложку молока. Делим тесто на полоски примерно по 5 сантиметров. И режем только верхний слой до ореховой начинки. Таким способом, как показано на видео, разрезаем тесто. Затем кладем на каждый кусочек четвертинки орехов. Если орехи мелкие, то можно положить и половинки. Отправляем в духовку на 30 минут при 180 градусах. Вот такая пахлава получается. Я ничем не смазываю, ни медом. В этом рецепте я ничего такого не делаю. Ни масло, ни мед, ничем не заливаю. Затем разрезаем пахлаву на кусочки. И все. Пахлава готова. Можно ей наслаждаться. Желаю всем хорошего настроения и удачной вам выпечки.